Итак, друзья, привет! Сегодня вышел Framer 3.0. И если вы создавали сайты на Framer, то после этого видео вы автоматически сможете настраивать CMS, назначать любые компоненты, встраивать агенты непосредственно в сам Framer, писать любого рода задачу по типу, давайте так, от банального «поменяй местами блоки» до более прогрессивного «это реализуй мне дизайн сайта». В рамках этого видео я покажу, как за 1 минуту реализовать брейкпоинты для адаптива сайта планшетной версии и мобильной версии. И все это мы сделаем с помощью встроенного агента в Framer. И как изюминка, в конце данного видео мы подключим через Claude Framer и будем ему давать непростые задачи. Framer 3.0. Меня зовут Макс Куратов. Усаживайся поудобнее, погнали тестировать. Ну что ж, сделал я небольшие заметки, поэтому пошли по списку. Что у нас внутри? На первый взгляд кажется, что изменений не так уже и много. Интерфейс для нас знакомый, если вы не впервые сюда заходите, все основные инструменты остались на своих местах, но принцип как у любой куховарки. В принципе, все инструменты имеются, просто лежат на других местах. Давайте быстренько пробежимся. Здесь в настройках спрятаны, собственно, наша CMS, аналитика, настройки. Здесь по-прежнему у нас есть база всех инструментов, с помощью которых мы конструируем. Дальше это лайауты, что является инструментами компоновки. Я на этом останавливаться сейчас не буду. Дальше инструменты текстовые и векторные инструменты. В правой панели при нажатии на любой элемент у нас привычные для нас стили, то есть панель стилей. Выбираем элемент, и у нас есть доступ к редактированию размеру, эффектов, анимации и множество другого. Но также у нас появилась волшебнейшая клавиша под названием Agents. Это полноценный AI-помощник, AI-агент, который принимает запросы, как я люблю говорить, вот как думаешь, так и говоришь. Какой принцип? Если вы немножко топтали дорогу Клода, вы знаете, что в Клод-коде, открывая каждое окно, есть свой контекст. Вот такой же принцип. Создавая каждое новое окно, вы в нем можете вести непосредственно диалог. Итак, что у нас есть? Это GPT 5.5, Opus 4.8, Sonnet 4.6. Будем работать в GPT 5 и 5. Дальше это select, выбор конкретного объекта, то есть мы, когда пишем запрос, мы можем ссылаться на конкретный объект. Как это работает, все мы сейчас разберемся. Это что угодно добавить с вашего компа или просто в буфер обмену print screen чего-то и отправляем прямо сюда Ctrl-V. Ну и, собственно, отправить окно. Как, мой друг, это все работает? При нажатии, давайте, чтобы не компонент, а элемент, например, был, agent, и какого рода запросы мы можем писать. Язык любой желанный, как и в чат GPT. Измени размер текста в 2 раза. И выбирая этот элемент, мы конкретно нажимаем на него, и наш агент понимает, о чем идет речь. После нажатия Enter, мой друг, поверь мне, он увеличит размер в 2 раза. Как объект, мой друг, так и группу элементов, так и секшенов, и все, что вам заблагорассудится. Если я нажму слэш, у меня есть энное количество скиллов. Это брейкпоинты, как ты уже догадался, с помощью данного скилла и создаются брейкпоинты. Что такое брейкпоинты? У каждого сайта есть адаптив для планшетной версии и для компьютерной версии. И если я буду ссылаться к этому скиллу breakpoint, он поймет, что я от него хочу. Также у нас есть скиллы, компоненты, CMS, код, ревью, это проверка, что-то там спросить, стили, аналитика. Друзья, это действительно огромнейший переворот и скачок в индустрии ноу-кода, поскольку пока что ни один конструктор сайтов такого не умеет. Ну что ж, первая проверка. Давайте изменим существующий дизайн блока. Fuck you. Вопрос-ответа. Это компонент, поэтому сейчас чуть-чуть поглубже залезем. Так, контент. Имеется. Будем ссылаться именно к нему, поэтому выбираем полностью весь этот контент и пишем прямую задачу. Сделай левую часть заголовком, а правую часть, где вопрос-ответа, в 2 столбика. Ну что ж, давайте посмотрим, как он справится. Работает, значит, он в режиме реального времени. Вы можете продолжать свою работу, пока он что-то думает. Итак, перестраиваю fuck you так, чтобы левая часть оставалась заголовком,
А список вопросов справа стал компонентной сеткой. Ну, почти он меня правильно понял, поскольку я хотел, чтобы это было первоначальный заголовок, а под ним вопрос-ответ. Ну, опять же, мой друг, с точки зрения верстки, вот такая задача заняла бы, ну, минут 15. Вуаля, за секунды. Смотрим. Визуально на десктопе получилось как нужно. Так, короче, готово. Fuck you, блоки, все нормально. И он перестроил данный дизайн на всех брейкпоинтах. Пока что выглядит вау. Да, мой друг, отвлечемся немножко. Есть код кода. Вы можете задизайнить полностью на HTML сайта. Но вся специфика заключается в том, что вопрос в реализации сайта не стоит. Вопрос стоит в том, а что с этим делать дальше? А как это передать заказчику? А как дать ему возможность редактировать сайты? И вот кайф подключения того же Клода через MCP к Framer, к Webflow заключается в контроле и в гибкости. Да, это платно, мой друг. Framer платный, Webflow платный. Но опять же, исключительно если ты захочешь сделать свой персонализированный домен. Но самая основная фишка, на котором я акцентирую твое внимание, что за счет встроенного агента в Frame у тебя есть контроль, ты контролируешь видоизменения конкретного элемента. К сожалению, кто уже юзал этот код, понимает, что чтобы что-то отредактировать, дай бог, чтобы не редактировался весь сайт. Что очень важно, что встроенный агент, он понимает структуру всего вашего сайта, всю CMS-ку, все тексты, он понимает иерархию. Я могу просто не запариваться, создавать весь сайт за счет фрейм, текст, и потом просто сказать, сделай мне руководство по стилям для всех наших цветов, типографики в виде отдельно стоящей страницы, и потом сказать, что привяжи к стилям все наши тексты, чтобы у нас были не просто тексты, а H1, H2, H3, то есть некая структура, которая возьмет стили с нашей страницы руководства по стилям. Мало того, я могу не запариваться, назначать каждому элементу должный класс, а просто через агента попросите, распиши мне всю структуру по методике BAM. Блок, элемент, модификация. Супер. Переходим дальше. Анимация. Что он умеет в анимации? Ну, он умеет все. Ну, давайте так. В рамках моей страницы у меня под моим бэкграундом есть бегущая строка логотипов. И если я включу предпросмотр, у меня первоначально мои логотипы двигались справа налево. Но с большой вероятностью, если мы реализовали проект, они у нас обычные статические логотипы. Что я сделал? Обратился к конкретному лайауту, который окутает мои элементы, agents, естественно, и сказал, пожалуйста, движение анимации слева направо, с учетом, что первоначально было справа налево. В вашем случае вы просто говорите, примени мне анимацию бесконечного движения по горизонтали. Друзья, вот это заняло, ну, тут даже написано, сколько это заняло. 4 секунды подумал, за 2 секунды сказал готово, я дал ему небольшие коррективы с принтскринами, он написал, проверю настройки выбранного блока с логотипами и поменяю направление движения лево-направо. Вуаля! И по такому же принципу ты можешь применять анимацию к любому элементу. Ну, есть у меня тоже такой элемент, который отвечает за блюринг нижней части, который сделан тоже с помощью агента. Next. Работа с CMS. Теперь давайте попробуем какую-то более интересную задачу. Ну вот, есть у нас обычная секция на странице с CMS. Где она находится, мы уже помним. Нажимаем на Canvas и переходим в CMS. Есть у меня n количество позиций. Ну, мы помним, да, что мы можем их включить. И при включенном состоянии мы вернемся сейчас в Canvas, я увижу открытого типа все эти карточки. При просмотре проскроллим вниз, есть наши карточки, сделаны с CMS. Так, я хочу, чтобы при движении вот эта вся штука двигалась вниз. Ну, друзья, я даже не вижу смысла обращаться к агенту, мы просто выберем этот элемент и relative тип поменяем на sticky. То есть зафиксируйся. И при просмотре у нас левая часть всегда будет зафиксирована, а наши карточки CMS будут открытого типа. Что умеет агент? Ну, давайте опять же перейдем в CMS, это не сильно важно. Создадим нового агента. Ну, во-первых, мой друг, основная задача — это не так редактировать существующие CMS, как создать CMS. Ты выбираешь, ну, к примеру, карточку товара, которую ты сделал в рамках своего сайта, и говоришь, сделай мне ее CMS. Делается, мой друг, это ровным счетом за минуту. В рамках этого видео покажу просто, как отредактировать. Редактивы по CMS, а именно, ну, и скину название конкретной CMS. Я не нуждаюсь в слогане, имеется в виду в этой штуке, а также создай мне еще 7-ю позицию с текстами на свое усмотрение. Погнали.
В режиме реального времени сейчас у нас пропадает эта колонка слогана. Сколько у нас? 3, 6 позиций, ждем 7. Есть, модуль 7 создался и слоган пропал. В коллекции удалено поле, добавлена 7 позиция. Переходим в наш канвас, смотрим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, друзья, вы просто даже не представляете, сколько это времени экономит. Давайте так, что когда мы сдаем сайт нашему заказчику, это не подразумевает, что мы каждый чих и пука назначаем CMS, чтобы клиент мог редактировать все. Мы делаем только важные аспекты, которые понимаем, что наш заказчик точно будет это редактировать. Почему это не делается? Поскольку это ненужная трата времени. Ну вот, к примеру, да, зачем клиенту назначать CMS-ку для редактирования этого текста? Ну, я думаю, логику вы уловили. Что еще умеет этот агент? Есть у меня, опять же, компонента. В рамках этого компонента есть платная фича, которая, смотрите, за что отвечает. Ну, от 0 до конкретно указанной цифры с пользовательским интерфейсом, что именно я могу назначать. Ну что это, параграф, не параграф, стартовая цифра, конечная цифра. Так вот, ты за счет этого агента можешь создавать вот такие пользовательские интерфейсы. Где это применять? Ну давайте из того, что просто сейчас лежит в голове. Если мы создадим сцену в том же Spline, Spline это программа по созданию 3D-модели, и эта сцена будет состоять из множества элементов, разбитых элементов. На примере головы отдельные элементы есть глаза. И вот если мы эту 3D-сцену добавляем в Webflow у нас есть показатели, отвечающие за различного рода редактирования. Ну, например, я могу двигать вот этими глазками вверх-вниз, влево-вправо. Такой функции и такого пользовательского интерфейса в фреймере нету. Но мы можем с помощью агента создать этот пользовательский интерфейс, сказать, что вот, пожалуйста, дай мне возможность юзать по системе координат X, Y, ну и, соответственно, Z. Зачем? Поскольку можно настроить анимацию, при скролле что-то происходит. Так вот, при скролле я хочу, чтобы первоначально по системе координат Y будь по нулю, глаза имеется в виду, а при скролле на там 50% от высоты сайтов, пожалуйста, в этот момент глаза поворачивай так. Или, например, голову поворачивай так. Или вообще настройте привязку к своей мышке. Вот это все некий пользовательский интерфейс, который ты можешь создавать с помощью агента или с помощью подключенного клода через MCP в сам фрейм. Итак, мой друг, практики ради, я хочу удалить сейчас мобильную версию, да, давайте, и обратиться опять к агенту /breakpoint, создай адаптивную версию сайта для телефона, постарайся максимально сохранить структуру и внешний вид дизайна. Если каким-то блоком или компонентам понадобится отдельная версия для мобильных устройств, создай их автоматически. Погнали и заодно посмотрим, сколько у нас это займет по времени. Ну, навскидку, я думаю, это секунд так 10. Сделаю телефонную адаптацию текущей страницы, сохраняя существующую структуру. Обратите внимание, ничего не делаю, у меня происходит адаптив. Нашел, что общий шаблон уже имеет телефонный вариант, а у главной страницы еще нет. Он пока что не закончил свою работу, что-то делает. И он не просто сжимает. И он понимает, что если на компе он у меня был там, ну не условно, а точно 64 пикселя, здесь 44, а здесь он еще уменьшился. И обратите внимание, что пока мы с вами трендим, он что-то здесь реализовывает. Естественно, такая реализация это беда. Что бы я точно сделал бы, это горизонтальный скролл. И я просто могу выбрать эту папку и сказать, с этого реализуй мне горизонтальный скролл моих карточек так, чтобы вторая карточка была видна на 15%. Зачем это делать? Ой, боже, Ctrl-Z. Зачем это делается, поскольку с точки зрения UX не до конца будет понятно, что это скроллится. Если увижу начало второй карточки, я сразу пойму, что это скроллится. Вот ровным счетом, как и здесь. Ну, к примеру, мне такое гигантское расстояние здесь не надо. Ну, друзья, это, черт возьми, чудо. Если мы перейдем на frame.com agents, вы можете еще углубиться в эту тематику и почитать его возможности. Он может сам генерировать изображения, он может создавать новые сайты вообще с нуля. Мы можем перейти к другим инструментам. Что имеется в виду? Вот URL нашего текущего сайта, перестрою его структуру и визуальный стиль фреймер, используя существующий фирменный стиль. Прилагая скриншот вашего сайта на Webflow, постарайтесь воссоздать его максимально похожим образом во фреймер. Ребята, это просто переворот индустрии конструирования сайта. Мы можем создавать сами CMS-ки, ну и самое интересное, мы можем подключать внешних агентов. Давайте вернемся обратно на английскую версию.
Я, в принципе, это сделал, но что нам для этого потребуется? Переходим. Вы можете подключить в кодекс, Quad-Koto, курсор, антигравити. У каждого есть своя мини-инструкция. Ну, принцип какой? Мы копируем данный промпт, то, что, собственно, я и сделал, после чего там нажал пару раз ОК, и что он нам просит? Пожалуйста, скопируй адрес, ну, чтобы у агента был доступ к твоей странице. Где его брать? Переходим на наш сайт, invite, и копируем ссылку нашего проекта и скидываем прямо к Клоду. Дальше произошел коннект, и он нам говорит, что и какие возможности у тебя есть. Что я сделал? Я просто запринтскринил участок своего сайта и сказал, пожалуйста, замени клип Lab на клип LAD. Это один из вариантов, что можно сделать. Хорошо, давайте немножко углубимся. Мы зайдем давайте в Pinterest. Откроем любую работу, которая нам понравится. Ctrl-Shift-4. Запринтскриним его. Возвращаемся в Cloud. Ctrl-V. И напишем запрос. Создай такой же блок сайта с такими же текстами и фотографией, но только используя нашу стилистику цветов и типографику. Ну, давайте попробуем. Сделай это после Hero Section. Сначала изучу структуру страницы и стилистику проекта. Друзья, а пока он грузит, я хочу попользоваться моментом и порекомендовать изучить вам базу Framer. Я понимаю, что искусственный интеллект, он закрывает большую часть редактирования, но без понимания основы конструирования сайтов. Ну, вы не поймете и искусственный интеллект, который в понимании даже для 5-летнего ребенка. У меня есть направление Framer, которое разделен на 3 части. Ну, в данном случае на 2 части. Это попробуй оператив Framer, он абсолютно бесплатный, переходи, обучайся, там порядка 10 видео тебя ждет, а также научиться. Это кухня Framer, где тебя будут ждать 6,5 часов контента, ты сделаешь одну полноценную работу, 50 видеоуроков, язык преподавания русский, доступ тебя ждет бесконечный и 1 чат поддержки. Ты реализуешь полноценный интернет-магазин, где мы поковыряемся и в программах по редактированию имейджев. Мы будем учиться с вами реализовывать состояние, карточки товара, анимацию переходов между страницами, настройкой. Также мы сделаем адаптив, но мы это будем делать руцами. Но даже несмотря на то, что AI делает тебе это за пару секунд, функционал фреймера позволяет тебе это реализовать, ну пускай будет за 20 минут. Это считается безумно быстрая верстка. Вот такой сайт ты реализуешь, мой друг. Переходи по ссылке, изучай программу курса и действуй. Не живи в парадигме, что AI не изменит рынок дизайна. Мой друг, если ты успеешь залететь сейчас, ты будешь один из немногих, кто уже на шаг впереди. AI нас не заменят, но заменят люди, которые умеют пользоваться AI. Переходи, мой друг, изучай и смотри, какие красоты реализовывают уже мои студенты. Не люблю я это слово студенты, мои друзья. Так, смотрим. Создал. Очень похожи, по стилистике тоже похожи. У нас никаких нету стилей, и это хорошо, поскольку я вам покажу еще одну интересную фичу. Он сразу сделал адаптив, не сильно мне это все нравится, поэтому здесь еще бог с ним помещаемся, но здесь мы уже не помещаемся по горизонтали. Поэтому мы сделаем его по вертикали. В целом я не нуждаюсь в такой высоте имейджа. Здесь зачем нам такой отступ ненужный? Все. Шикарно. За пару секунд, без наших руц, реализован такой блок. Так, мы видим, что это у нас тег H1. Заголовок каждого последующего блока с большой вероятностью это тег H2. Но есть элементы, которые не являются элементами нашей стилистики. Это не ок. Да, мы можем сейчас вручную все поменять, но мы можем перейти к агенту, но, к сожалению, я не могу сделать, поскольку у меня закончились кредиты. А я успел потыкать, безумно много разных вещей. Ничего страшного, написано, что в 2 ночи они обновятся. Но я, естественно, ждать этого не буду. А что мы должны сделать? Мы помним, что у нас есть возможность вызывать скиллы. Так вот, один из скиллов это ревью, проверка, написать такой промпт, что себе даже написал, что вот не привязано к стилям у нас тексты, некоторые, которые присутствуют на сайте. Проверь, пожалуйста, сайты на наличие типографики, не привязаны к стилю текста. Друзья, 1 минута, все ваши вот эти тексты будут иметь соответствующую стилистику, и он сам поймет, какую именно стилистику ему надо надать. H2, H3, H4, H5. Но обязательно глазками проверьте, чтобы у вас не было на сайте несколько тегов H1. Все, мой друг. И напоследок, мой друг, у меня есть также курс
Клода. Он безумно важен сейчас в наших реалиях. На сайте вы его не найдете. Курс «Клод, сделай мне сайта». В рамках этого курса вы создадите на чистом HTML сайтеца 115 минут контента, вы изучите 4 инструмента за счет 13 видео. Это ChatGPT, Quotcode, Verso и репозиторий GitHub. Вы научитесь создавать сайт, научитесь редактировать, научитесь размещать на хостинг, подключать домен, подключать формы через Telegram. Друзья, вы обязаны просто начать топтать эту дорогу. Ни в коем случае не игнорируйте это направление. Да, это может быть как некая отдельно стоящая ветка, которая будет условно там стоить $500 за разработку сайтов. Но есть множество нюансов, с которым вы можете столкнуться, начиная топтать эту дорогу. Именно с этих соображений я собрал это все в единый курс. Этот курс, мой друг, обязательно к просмотру. Ну, а если, мой друг, это видео было для тебя полезным, а оно не может быть не полезным, то поставь лайк, подпишись на канал, и я буду тебе максимально признательный. А с вами был Макс Куратов. Пока.